В феврале 1945 года в Атлантике исчезла немецкая подводная лодка Ю-977А. По официальным данным, она была уничтожена у Гибралтара, но почти полвека спустя, в 1992 году, дайверы обнаружили затонувшую субмарину в совсем другом месте, у побережья Вирджинии, там, где ее не могло быть по всем архивам и военным документам. Так началась самая загадочная история Второй мировой войны, которая десятилетиями оставалась тайной, а в 2025 году обернулась открытием глобального масштаба. Атлантический океан во время Второй мировой был не просто морем, он стал ареной выживания. Тысячи судов с продовольствием, топливом, боеприпасами и людьми пересекали его ежедневно. От этих конвоев зависела судьба Британии. Гитлер понимал, если удастся перерезать морские пути, Лондон падет без сухопутного вторжения. Именно поэтому на сцену вышли немецкие подлодки — «Стальные волки». Они охотились в стаях, методично уничтожая корабли. За годы войны на дно легло более 3500 кораблей союзников. Атлантика превратилась в гигантское кладбище. Каждый месяц десятки судов и тысячи жизней исчезали в холодных глубинах. Среди сотен подлодок выделялась особая — У-977А, лодка типа XC-40. Она была построена на верфи в Гамбурге и спущена на воду в октябре 1943 года. Ее длина составляла почти 77 метров, вооружение — 6 торпедных аппаратов и запас в 22 торпеды. Но у этой лодки был секрет. В кормовом отсеке стояло оборудование, назначение которого знали лишь несколько человек в штабе адмирала Дёница. Командиром назначили капитана-лейтенанта Хельмута Нойербурга, 30-летнего офицера с репутацией хладнокровного и безжалостного командира. Под его началом оказалось 56 человек. Юные радисты, опытные механики, торпедисты, мечтавшие о мирной жизни. Среди них был радист Мартин Хоренбург, 20-летний фанатик техники, который увлекался марками и грезил о профессии инженера, механик Франц Нойман, оставивший дома жену и сына, и торпедист Карл Враге, писавший стихи. Никто из них не догадывался, что их имена войдут в историю самым мрачным образом. 8 декабря 1944 года Ю-977А покинула базу в Кристиансанне. Официальный приказ — патрулирование у восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Позже пришла радиограмма о перенаправлении к Гибралтару. Но дошло ли сообщение до адресата, до сих пор неизвестно. Связь в условиях войны была ненадежной, радиограммы часто терялись или искажались. Последний сигнал от лодки поступил 9 января 1945 года, краткая радиограмма с координатами. Больше эфир молчал. 11 февраля американские эсминцы USS Liberty Bay и USS Stanton зафиксировали контакт у побережья Вирджинии. В течение нескольких часов они сбросили десятки глубинных бомб. На поверхность всплыли масляные пятна и обломки. Капитаны внесли в рапорт: уничтожена вражеская подлодка. В штабах посчитали, что это была Ю-977А. Судьба лодки считалась закрытой. Семьям прислали сухие извещения. Пропал без вести при исполнении долга. Война продолжалась, и о ней вскоре забыли. Океан хранит свои тайны долго, но иногда открывает их тем, кто готов рискнуть. Летом 1992 года группа дайверов под руководством капитана Билла Моргана вышла на исследовательском судне Sea Phantom в район побережья Вирджинии. В этих водах покоились десятки затонувших кораблей. Но в тот день сонар показал нечто необычное.
крупный вытянутый объект на глубине около 75 метров. Первыми спустились Джонатан Кэрролл и Ричард Крамер, опытные технические дайверы. На глубине, где солнечный свет почти исчезает, их фонари выхватили очертания длинного корпуса. Перископ, рубка, торпедные аппараты — сомнений не было. Подлодка. Но что она делает здесь? Ни одна немецкая субмарина официально не терялась в этом районе. Подъем занял считанные минуты, но сердца дайверов стучали так, будто они провели внизу целую вечность. Найденная субмарина стала для них одержимостью. На глубине более 70 метров каждое погружение было смертельным риском. Нужны были специальные смеси газов, длинные остановки на декомпрессию. За годы исследований погибли 3. Один запутался в кабелях, другой нарушил режим всплытия, 3 так и остался навечно внутри корпуса. Но каждое новое погружение приносило крупицы истины. Внутри лодки дайверы находили личные вещи: фотографию женщины с ребенком, аккуратно завернутый футляр с бритвой, зубную щетку с выгравированными инициалами «М.H». В офицерских каютах лежали книги, в кают-компании сохранились кружки с остатками кофе. Все выглядело так, словно смерть пришла внезапно, прервав обычный день. Решающей находкой стал столовый нож с гравировкой «Хоренбург». По архивам Мартин Хоренбург числился радистом Ю-977А. Это стало ключом. Загадочная лодка у Вирджинии. И есть та самая субмарина, считавшаяся потопленной у Гибралтара. Но откуда она взялась здесь? И почему погибла так странно? Все торпедные аппараты оставались закрытыми. Никаких следов боя снаружи. Но в торпедном отсеке зияла пробоина, след внутреннего взрыва. Долгие годы спорили, могла ли лодка погибнуть от собственной торпеды, или же ее уничтожили глубинные бомбы эсминцев. Но характер разрушений не соответствовал ни одной версии полностью. Загадка стала еще мрачнее, когда в завалах торпедного отсека нашли странное устройство — металлический цилиндр с антеннами и проводами. Оно не значилось ни в одной схеме вооружений Рейха. Более того, некоторые детали содержали изотопы, которые не использовались в 40-е годы, а на одном фрагменте гравировка показывала дату. 1963 год. Ответ появился только в 2025 году. Международная команда ученых из Массачусетского технологического института применила квантовые алгоритмы восстановления поврежденных архивов Кригсмарине. Из хаоса размытых чернил и обугленных страниц начали проявляться записи. Оказалось, Ю-977А входила в секретную операцию «Северный ворон». Это был отчаянный план Рейха сорвать переброску союзных войск через Атлантику. Вместо торпед лодки несли устройство Wunderwaffe-7 системы радиоэлектронной войны. Они могли перехватывать радиосигналы противника, расшифровывать их и даже передавать ложные приказы, имитируя голос союзных командиров. Если бы операция удалась, конвои оказались бы дезорганизованы. Немецкие субмарины получили бы возможность методично уничтожать транспорты. По расчетам штаба, союзники потеряли бы до 70% грузов. Это отсрочило бы высадку в Европе минимум на 1 год. А этого времени Германии хватило бы, чтобы завершить атомную программу. Флагманом всей операции назначили именно Ю-977А. На борту находился доктор Фишер, специалист по радиоэлектронной войне. Его задачей было внедрить Wunderwaffe-7 и координировать остальные лодки. Но 11 февраля 1945 года субмарину обнаружили американские эсминцы. Понимая, что избежать захвата невозможно, капитан Нойербург отдал приказ активировать протокол самоуничтожения. Wunderwaffe-7
взорвалось, разорвав корпус изнутри и мгновенно убив всех 56 членов экипажа. Расшифрованные документы показали и другое. Среди бумаг Фишера оказались записи о людях из будущего, которые якобы приходили к нему во сне и показывали формулы. Радисты упоминали странные передачи на частоте 2,8 ГГц, будто сводки новостей о событиях, которые еще не произошли. Нюрнбергский процесс. Создание Организации Объединенных Наций, даже космические полеты. Механики жаловались на невозможные показания приборов, температуры в -50 в машинном отделении, компасы, указывавшие в пустоту. Были ли это галлюцинации, результат перегрузки и радиопомех, или свидетельство того, что Вундерваффе-7 работала на принципах, которые выходили за пределы науки 40-х годов? Вопрос остается открытым. Сегодня Ю-977А покоится на дне у побережья Вирджинии. На корпусе установлена мемориальная табличка. Они погибли, не зная, что спасли мир. Международное сообщество ежегодно проводит церемонии памяти. Историки называют жертву экипажа случайным, но решающим событием. Если бы «Северный Ворон» состоялся, мир узнал бы ужасы атомной войны уже в 1946 году. Обычные моряки, следовавшие приказу, и капитан, выбравший смерть вместо позора, стали невидимыми спасителями. Их лодка превратилась из призрака войны в напоминание: судьбу человечества могут изменить решения нескольких людей, принятые в темноте глубин. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.